Обзор на электровелосипед с мотором Bafang 750 Вт, 48 вольт. На канале ранее я выкладывал два видео, первый по распаковке мотора, второй по самому велосипеду до установки на него электромотора. Это за основу взят был KHS Elite 1000 велосипед. И вот так выглядит уже финальный результат с электромотором, с батареей, со всем дополнительным оборудованием. Ну, еще, может, какие-то небольшие будут изменения в виде подкрылок и на другой, возможно, сидухи. Сейчас расскажу вкратце, как я делал и какие возникли неисправности и проблемы спустя 63 километра. В общем, мотор установил здесь, шатуны Бафанга. Вот так выглядит. Здесь скотч. Это для того, чтобы не царапал мотор во время установки. Ну и тут немного лишнего намотал, можно было меньше. Когда устанавливаешь, мотор может поцарапать. Здесь провода, защитил их дополнительно тряпочной изоляцией. Но, возможно, здесь нужно что-то еще добавить в виде какой-то защиты. Но пока не придумал, что делать. Датчик скорости вывел на эту сторону, хотя многие советуют со стороны цепи. Везде, где я смотрел, иностранные обзоры, кто собирает, ставит обычно с той стороны. Мне показалось, там неудобно, поэтому сделал таким образом. Стоит, в принципе, проблем никаких не возникает. Расстояние, говорят, там 4-5 миллиметра, но у меня по факту больше. Вот, палец влазит свободно, где-то сантиметр есть, и ничего, датчик ловит. Ну, меньше чуть сантиметра, датчик еще выпирает. Где он? Вот датчик. Аккумулятор разместил вот в такую сумку, влез, и еще есть немного места для инструмента. И сюда же спрятал остатки проводов. То есть провода от мотора идут в сумку. Здесь пучок еще, который остался лишнего, и выходит через верхнее отверстие. Там на экран, на ручку газа и два датчика тормоза. Еще один провод идет сюда, это на датчик переключения скоростей. Вот здесь я его разместил, немного в натяг получился, не совсем правильно, но надо будет тросик менять, и можно будет сделать получше, без сильного натяга. Один провод на датчик переключения скоростей и один провод на датчик скорости. Здесь еще замурован провод на 6 вольт для фар. Я его решил пока не ставить фару. Если нужен будет свет, то думаю поставлю обычный фонарик. Так. Аккумулятор на 12 ампер. Хватает его, честные 12 ампер, проверял. Хватает его на 41 километр. Но это без где-то процентов 80 на ручке газа и процентов 20 помогал педалированием. Ну, соответственно, аккумулятор вообще не жалел. В горке, большие горки, то есть плюс на вот такой покрышке, довольно грубой, и плюс большая часть по грунтовке, то есть, в принципе, нормальный результат. Вот здесь у нас выходят провода, пачка. Так выглядит ручка газа. И сверху поставил над ней, немного нештатно получилось, но поставил над ней скорости добавлять, ну и управление дисплеем. Дисплей самый обычный, если будете брать, лучше, наверное, рассмотреть какой-нибудь чуть подороже дисплей, где есть возможность изменять некоторые настройки мотора изменять. Здесь тоже есть, но они довольно ограниченные. И еще одна проблема у этого дисплея, что если у вас отваливается датчик скорости, то на весь дисплей загорается ошибка 21H. И в принципе вы можете ехать также на газе или на передаче, но у вас будет на весь экран
это ошибка, и вы ничего не будете видеть. На других дисплеях, в частности на дисплеях с цветным экраном, ошибка просто внизу загорается, все остальное работает. То есть, в принципе, вы можете эксплуатировать велосипед вообще без датчика скорости. Если вы потеряете или он поломался, будет просто ошибка гореть, но все остальное будет работать. На этом дисплее все будет работать, но на весь экран будет ошибка, будет не очень удобно. Поэтому вот такой момент у этого дисплея. Ну а так в целом он мне нравится. Я не хотел особо там цветной или еще какой-то. Мне в принципе здесь только нужна передача и пробег смотреть. Включил подсветку, но сейчас оно на солнце плохо видно. Подсветка включается на зажатием на плюс, а на минус у нас есть режим помощи, чтобы катить велосипед. Мне этот режим вчера пригодился, пробил колесо, и где-то километров 5 я на вот этом режиме довольно легко смог до дома докатить велосипед. То есть нажимаем на минус, и велосипед медленно едет. С датчиками скорости у многих возникают проблемы, как их цеплять. На самом деле тут нет особой принципиальности, чтобы магнит смотрел прямо на торец этого датчика. Можно просто разместить как-то примерно, чтобы не горело вот здесь P. То есть когда настраиваем, просто подносим. То есть не P, а значок тормозов, восклицательный знак. Подносим, удаляем. Когда найдем такое положение, при котором значок не горит, вот в таком состоянии и чуть-чуть нажатом, тогда и устанавливаем. Я установил на двухсторонний скотч, который был в комплекте, предварительно обезжирив здесь и здесь. Ну и дополнительно, может некрасиво, но для защиты еще дополнительно обмотал изоляцией здесь и здесь. Точно так же с этой стороны. В принципе, это все, что касается по электрификации по самому велосипеду. Из того, что я добавил, когда его купил, только без... Это подножку добавил. Потом сделал пыльники на раму, как видите, ой, на вилку. Как видите, она в пыли, потому что я езжу по полям. Если бы не было пыльника, то вся эта пыль была бы на ногах вилки, на покрытии там блестящем. И пришлось бы либо каждый раз чистить после каждой поездки, ну, либо просто не обращать на это внимания, либо раз в сезон или даже несколько раз полностью разбирать вилку и все это чистить, смазывать. Я решил сделать так. Говорят, что сам этот пыльник натирает. Ну, посмотрим, я сниму видео, через несколько лет сниму этот пыльник, посмотрю, как он там стер, покрытие не стер и что лучше вообще, пыльник или без пыльника. Вот пыльник здесь сделал. Ткань положил такую, типа губки, для, типа, ну, чтобы воздух выходил на сжатие. Хотя можно, наверное, и без нее. Воздуха там немного создается. В общем, это второе, что сделал по дополнению к велосипеду. Еще защиту на задний переключатель установил. Ну, не знаю, вот так она выглядит. Что она защищает или нет, понятия не имею. Ну, пусть будет. Все, больше вроде изменений не делал. Ну поставил покрышки другие с более толстым протектором, потому что родные Кенда, они как больше, наверное, для асфальта, пробил на вот такой территории, на полях, пробил в первый же день 2 прокола на заднем колесе. Раму, эту заклеил камеру и поставил такие покрышки, они у меня уже были, лежали хорошие, вроде сейчас день катаюсь, вроде ничего еще не пробил. Не пробил. И я заметил, что если подкачать колеса посильней, ну, в пределах рекомендованных характеристик, но посильнее, там где-то на 50 PSI, то меньше шансов, как мне кажется, пробить покрыху. Так, теперь по проблемам, которые вылезли. Еще дополнительно установил подседельный амортизатор. Это он замотан, но это Santur NCX. Можете посмотреть в интернете. Ну, небольшие колебания гасит. Все-таки с ним лучше, чем без него, хотя и добавляет веса. Теперь по проблемам, которые возникли с мотором спустя где-то 30 километров, когда я проехал. Первое, как и ожидалось, я об этом знал, но не знал, что с этим делать. Мотор был вот в таком положении и начал где-то через 10-20 километров давить в раму.
И там за изоляцией, за скотчем не видно, но, по-моему, немного помял вот эту трубу алюминиевую. В общем, я, в принципе, это ожидал. Как сделать, не знал. Как это усилить. Хотел вот за этот отверстие сделать какой-то или трос металлический, или алюминиевую плашку, чтобы она как-то сюда крепилась. Но решил, что если сильно будет мотор проворачиваться, может каким-то образом здесь геометрию задних перьев дропаутов изменить. То есть здесь может на геометрию велосипеда повлиять. Поэтому здесь решил не трогать, а просто подложил вот сюда металлическую пластину, чтобы мотор давил на пластину, и пластина распределяла усилия на вот такой участок трубы, и я надеюсь, что сильно не помнется. Дальше сильно проминаться не будет. И плюс еще затянул сильнее вот эти вот гайки, одна и там вторая под ней. Прям таки довольно сильно от руки, но сильно. Хотел гайковертом, но не стал. Вот, расслабилась она у меня в первый раз из-за того, что я еще силиконом здесь смазывал первый раз. Потом, когда уже стал второй раз затягивать, я весь силикон удалил и уже затянул посильнее. Но все равно даже сильная затяжка не избавляет от проворачивания мотора. Поэтому что-то надо делать. Либо дополнительное крепление, либо вот такой вариант. Посмотрим, как будет работать. Пластина где-то миллиметров 5. Конечно, тоже веса добавляет, но надеюсь, она каким-то образом поможет. Так, это первая проблема. И, по-моему, все. Больше ничего такого не было. Ну, пробег 68 километров. На одном заряде где-то 41 километр мне удалось проехать на 12-амперном аккумуляторе. Ну, еще сделал здесь провод. Идет сначала с завода идет такой переходник на контактах. Я сделал все на скрутках и пропаял. То есть провод идет целиком отсюда, здесь скрутка, пропайка, провод, и идет без соединений уже до контакта с аккумулятором. В общем, на канале буду выкладывать видео по проблемам, по эксплуатации. Может, видео с мест каких-нибудь. Еще хочу разобрать, надо было, наверное, сразу сделать. Вот с этой стороны, где шестерня. Думаю, чуть попозже разобрать, добавить смазки. Надо было это, наверное, сразу после покупки сделать. Сейчас придется шатун снимать, защиту, звезду и добираться туда. Добавить немного смазки. Вес где-то 24, наверное, килограмма. Я так не замерял. Ну, как мне удалось сначала, как только я собрал, где-то весил 23,5. Потом я еще добавил вот этот подседельный штырь и пластинку внизу на раме. Я думаю, где-то от 24 до 25 килограммов сейчас весит.